Всем привет! Сегодня у нас на повестке дня исследование таинственного и мистического дома – Дом Заклятия. Он считается одним из самых страшных домов в США, и многие обходят это место стороной. Связан ли этот дом с тем самым фильмом и имеет ли сходство? Узнаете в ближайшие минуты. Погнали! Город Харрисвилл стал известен во всем мире благодаря тому самому фильму «Заклятие». Свое расположение этот городок берет далеко от всех центров, и можно сказать, будто он расположен на отшибе. Всего 1500 жителей, несколько улочек и 3 речки, которые окружают всю эту местность. Дом был построен в 1680 году одним из местных поселенцев Джоном Смитом. В 1970-х годах семья никому неизвестных еще пока Перрон переезжает в этот самый дом, откуда позже настает то самое веселье. Важно подметить, что за все время существования данного дома в нем побывало целых 8 поколений людей. Было известно, что многие из них исчезали, умирали, и элементарно происходили вещи, которые не поддаются объяснению. К слову, дом был назван «Дом Арнольдов». Логический вопрос, почему не Смит? Ведь он построил этот самый дом. Здесь история умалчивает. Скорее всего, Арнольды чем-то большим смогли удивить целый город. Весь мрачный путь начал тот самый Арнольд, который решил спрыгнуть с уступа, и мотивация к этому совсем не ясна. Далее жена повесилась в сарае. Помимо этих двух случаев, которые уже закрепили дурную славу этого дома, было еще, а именно один человек был отравлен, 2 утонули, а 4 умерли от замерзания. Конечно, изначально семья Перрон и не подозревала, сколько людей здесь испустили свой дух. Ячейка общества была достаточно полной. Жену звали Кэролин, а мужа Роджер. У них было целых 5 детей, и все девочки. Семейную гармонию пошатнули бывшие хозяева, которые дали один единственный совет семье. Когда будете ложиться спать, не выключайте свет в комнатах. Придавать значение этому совету было для взрослых людей глупостью. Задумавшись на секунду, они спокойно выдохнули и решили продолжить свою счастливую жизнь. А ведь зря. Уже спустя некоторое время девочки обратили внимание, что в доме сами по себе передвигаются игрушки. А вглядевшись более детально, заметили, что некий мальчик заставляет эти игрушки двигаться. Или просто видели, как он бродил по дому без цели. Мать девочек также обратила внимание и заметила, что метла стала передвигаться сама по себе. Если она уходила прочь от звуков метлы, то, возвращаясь в комнату или в кухню, обнаруживала посреди дома кучу грязи прямо в центре. Девочки стали наблюдать еще одного духа, у которого была кривая улыбка. Он появлялся ровно в те моменты, когда девочки во что-то играли. Он стоял в углу и просто наблюдал. Конечно, поверить родителям во все это было сложно, но только до тех пор, пока они сами не убедились в этом. Закономерность становится все только хуже, не отступала, и дальше было страшнее. Кровати порой левитировали в нескольких сантиметров от пола. Мебель, казалось, обладала собственным разумом, скользя по полу. Двери тоже открывались, то с треском захлопывались. И тут настало время призадуматься, что же с домом не так. Какое у него прошлое? Ведь жить так было вовсе невозможно. Узнав про смерти, которые были сказаны немного ранее, их поглотил страх. Но главная проблема была дальше. В 19 веке некая Версавия Тайер решила выйти замуж за Джадсона Шермана. И некоторое время погодя, они поселились в поместье Арнольда. В семье странным образом умер первый ребенок. И тут же Версавию обвинили в убийстве, ведь младенец был найден умершим, а из его головы торчал острый предмет. Местные жители перешептывались друг с другом и обсуждали происходящее. И говорили, что девушка стала жертвой самого сатаны. Якобы она призывала дьявола, чтобы тот в свою очередь даровал ей вечную красоту. Она была арестована, но позже ее отпустили на свободу, поскольку доказательств не было. Весь свой остаток жизни она пробыла в одиночестве, пока в начале 20 века не умерла,
спрятавшись на дереве позади своего собственного дома. Ходят слухи, что ее тело после смерти превратилось в камень. Но другая легенда о Версавии гласит, что пара действительно жила в поместье. Версавия была причастна к смерти ребенка, но не своего, а к соседскому, которого оставили на попечительство. Муж и жена дожили до 1880-х годов и умерли, а их тела захоронены на соседнем баптистском кладбище. Сталкиваться семье Перрон с душами умерших приходилось постоянно, но они таили надежду, что все-таки все из них будут добрыми и не принесут вреда их дочерям и семье в целом. Так и было некоторое время, пока настал ужас. Была поздняя ночь, как в какой-то момент появился гость, которого однозначно не приглашали. Пока семья сладко спала, он начал дергать их за ноги, руки и волосы. Злой дух решил свести с ума одну из дочерей и начал шептать ей на ухо, что здесь похоронены мертвые солдаты. Все это доставалось 8-летней Синди. И вот не зря. Буквально недавно мы упомянули про Версавию, ведь самой главной чумой этого дома была именно она. Несмотря на все изобилие выбора, злой дух решил остановиться на хозяйке дома Кэролин. Нападки на женщину были словно по расписанию, будто кто-то скрытно снимает целое кино из этого. Сначала нападки были не сильно выраженными и небольшими, к примеру, щипание за кожу. Иногда легкие удары невидимой рукой. Контраст был резким уже на следующие разы. В Кэролин летели довольно габаритные предметы, которые наносили физический урон. Злая душа всячески старалась выселить из дома женщину, но когда поняла, что Кэролин не уходит, решила полностью овладеть ею. Оставались считанные часы и дни до того времени, как в семье образуется полный распад. Перроны будут свержены, а их дети из страха покинут дом. Терпеть было невозможно, и они начали искать помощь откуда-то извне. Нужда о помощи привела их к знаменитым исследователям паранормального явления Эд и Лоррейн Уоррен. До этого они уже расследовали похожие случаи, например, ужас Амитивилля. Когда все были в доме, Кэролин уже была полностью подчинена темным силам и заговорила с ними страшным голосом, начав метаться с угла в угол. А значит, медлить было больше нельзя. Нужно было приступать к изгнанию. Вы все еще помните тот самый фильм «Заклятие»? Если да, то расскажу следующее. Конкретно в фильме Уоррены смогли помочь семье и изгнать злых духов, где все закончилось достаточно благополучно. А вот реальная жизнь решила отличиться от фильма на 180 градусов. Ведь когда исследователи приступили к изгнанию, в этот момент дом стал еще больше зол на всех присутствующих. И все самые злые твари активировались на 100%. Боясь за свою семью, глава семейства попросил уйти Уорренов. Однако в течение следующих 10 дней Уоррены регулярно приходили к Перронам, но так и не смогли ничего наладить. Лоррейн никогда публично не обсуждала, что происходило во время сеанса, но она говорит, что все, что произошло в подвале, ее сильно обеспокоило. Перроны оказались одними из немногих, кто увидел проклятый дом во всей его красе. Ведь в наши дни в нем проводятся экскурсии, и даже можно остаться там на ночь и провести свое личное исследование. Многие говорят о том, что активность выходит за пределы разумного и дозволенного. Иногда можно услышать детские крики и плачи. Двери могут резко и без причины захлопнуться, а ровно стоящая мебель начинает трястись. Одна из дочерей Андреа Перрон рассказывала о том, что спустя десятки лет дом просто пустовал. Да, туда как-то заезжали люди, но они теряли рассудок и не могли выдержать и месяца в этих ужасных обстоятельствах. Также спустя 30 лет после событий в доме написала серию книг под названием «Дом тьмы, дом света», в которые поместила мемуары и архивные данные всей семьи, а также все свои мысли по поводу пережитых событий. Голливуд не мог обойти стороной эту ситуацию
и они также заинтересовались этой историей. Взяв все в свои руки, они решили отснять фильм «Заклятие», о котором я вам рассказывал еще в самом начале. Фильм рассказывает историю семьи с точки зрения исследователей Эда и Лоррейн Уоррен, используя их личные файлы и свидетельства. Андреа Перрон заявила в интервью, что сценарий ей понравился, и хоть в нем присутствует фантастика, в основе все же факты реальных событий, происходивших с ее семьей. Местные жители того времени утверждали, что Версавия была настолько жестокой женщиной, что морила рабочих фермы голодом. Одной из дочерей злые души каждую ночь пели колыбельную, а глава семейства, спускаясь в подвал, ощущал на спине объятия. С одним из добрых привидений сдружилась дочь Перронов. По ее словам, дух охранял дом и жил там с начала века. Живя в поместье, семья Перронов пришла к выводу, что есть жизнь после смерти. И по их увериям, они жили среди душ усопших, большинство которых были безобидны. Если бы сегодня мы пересказывали вам фильм, который существует в сети, то это было бы слишком скучно. Мы постарались провести хронологию от самого создания настоящего дома, по которому был снят страшный фильм, и узреть, что же происходит с ним сейчас. Если в фильме нас может ожидать счастливый конец, то реальность настолько жестока, что человек может даже и не рассчитывать на какие-то позитивные проявления. В этой истории замешано достаточно много непонятных смертей, которые объяснить не может никто. Кто-то считает, что во всем виноваты сами люди, которые однажды решили уйти из жизни различными способами прямо в доме или возле него. Другие считают, что дом был построен изначально на проклятой земле, и соваться в этот маленький городок с населением в 1500 людей было глупым решением. Как обычно, верить в это все или нет, решать вам. Вот такая вот история. Огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Обязательно подписывайтесь на наш канал, поставьте лайк и помните, что не все в этом мире поддается объяснению. Пока.